Всем привет, это новый выпуск из Бали Сафари Парк. Kapan Markop. Map. Dah, mancing karoba. Gusi, ga. Суматра Тайгер. Это тигр, 16 часов в день спит. Мне кажется, вкусно. Мигимон! Ням-ням, Мигимон, ням-ням! Машина для убийства. Нормально ты, конечно, отобрал у меня. Что еще скажешь? Привет, моя хорошая. Да, зебра. Можно в отеле остановиться, обалденно. Тут слоны по территории, смотрите, гоняют. Слон, Маркоп. Сказал закрыть окна, а он очень агрессивный. Комода на Бали я уже видел. Вот они, ящерицы огромные. Говорят, кстати, они на людей нападают, когда больших размеров вырастают. А здесь обезьянки. Ребята, вот так растят рис. Удивительно, что они даже здесь пытаются его вырастить. Чем старше он становится, тем меньше им воды надо. Поэтому они его на разных высотах сеют. И это место обожают просто змеи. Мы сейчас с вами находимся в сафари на Бали. И я тут нашел таких животных. Такого нигде не встретите. Вот это поворот! Пожалуй, это самый большой аквариум с пираньями, который я когда-либо видел. Смотрите. Да, здесь, наверное, около 100 штук. Я думаю, даже больше. И все крупные уже, взрослые, черные. Видите, когда они стареют, они становятся черного цвета и с золотистыми такими боками. А когда они молодые, у них серебряные бока. Вот, например, как у той пираньи. Ребят, смотрите, какие аэропамы красивые. Я хочу такой аквариум завести, Ром. Как считаешь? Знаешь о том, что она прыгает метра на 2 в высоту вообще спокойно? Да ладно. Да. Короче, ребята, мы едем в круиз. Ром, круиз наконец-то. Ура! Короче, мы решили покататься на карусели, это была Сашина идея. Короче, это детский аттракцион. Какой детский, дурак, что ли? Говорит, это взрослый. Это взрослый аттракцион. В общем, есть два типа людей. Первые это те, кто, когда в стрессовой ситуации находится, начинают орать, а другие, наоборот, молчат и ждут, когда это все пройдет. Вот посмотрим, как Саша сейчас будет орать, а как я буду спокойно, просто на чиле вообще катиться, как на этом, на скейтборде. Что, страшно было? Так,
так. Ну такое. Не отказывайте себе в удовольствиях и чувствуйте себя детьми. Да, даже в 40 лет. Да, если вы почувствуете, что вы потеряли, то что-то сделайте с этим срочно. Стареть стрёмно. Мы гуляем по парку. Что очень нравится? Нравится то, что здесь есть очень много зелени, очень много прикольных скульптур. И все очень колоритно. Такое ощущение, что ты действительно находишься в каких-то диких тропиках, джунглях. Всем рекомендую, кто будет здесь, сходить в этот парк, просто кайфово проведете время. Это реально того стоит. Работать невозможно. Все, кто здесь живут, они не зарабатывают денег, говорю вам, 100%. Потому что здесь все располагает к тому, чтобы отдыхать и ничего не делать. Если хотите отдыхать, приезжайте на Бали. Если хотите бабки зарабатывать, я не понимаю, как здесь люди сидят и удаленно что-то делают, но невозможно. В общем, едем отмечать 1 000 000 подписчиков в бане. Называется Бали Дача. Мы там никогда еще не были. Я думаю, что это будет интересно. Смотри, сколько ты муравьев выкинул оттуда. Прям яйца взяли свои. Смотри, яиц сколько вывалилось. И рыжие муравьи. Ты что, прикалываешься, Сером? Девчонки стираются. Вот это колорит. Привет, мужики! В общем, на самом деле, сюда стоит приехать только ради того, чтобы пройтись среди местных жителей. Это очень круто. Смотрите, как здесь все сделано. Рисовые поля. Здесь должны быть змеи. Обалдеть, конечно, здесь сделали. Смотрите, как красиво. Такие дети сидят, смотрят. Прикольно. Это просто волшебство какое-то. Здравствуйте. Вот это я понимаю. Обалдеть. Ты был когда-нибудь в такой бане? Нет. Мне кажется, в таких местах люди пропадают. Ладно, пойдем в сауну смотреть. Да, если хотите отдохнуть действительно от цивилизации, просто побыть в тропиках и при этом еще сходить в баню, мне кажется, это идеально. Я первый раз в такой колоритной бане. И самое главное, обратите внимание, что на Бали есть настоящий дубовый веничек. А где вы их берете? На Кавказе. Вообще обалдеть. Кавказский дубовый веничек на Бали. Здесь и так жарко, но сейчас будет еще жарче. Лайки, пальцы. Колокольчики. Я так немножко побаиваюсь таких мест. Потому что Засасывает. они аутентичные, знаешь, как бы своя атмосфера. Засасывает, да? Немножко, да, не от мира сего, короче. Вот просто посмотрите на это. Очень круто переключают. То есть, если ты в городе живешь, то постоянно мегаполис, пробки, что-то встречи, звонки, там почта. Вот сюда приезжаешь, это полностью вообще другая вообще жизнь. То есть ты здесь полностью переключаешься. То есть если даже в отеле, приезжая в любой отель любого там курорта классного, ты просто, ну, по сути, у тебя тоже интерьер, диван, кровать там и все остальное, да, ну, как бы, ты не так переключаешься, ты здесь абсолютно переключаешься. Здесь нет ничего того, что у тебя есть дома. Хочется в офис уже сказать. Да? Да и на самом деле это защитная реакция, я думаю, просто, знаешь, ты когда слишком как бы такой офисный типа чувак, ну, в офис, город, все дела, то у тебя блокировка начинает срабатывать. Когда попадаешь в супер непонятное для тебя место по всем как бы пунктам. Я сейчас пытаюсь тебе в голову залезть и посмотреть, как ты видишь Бали, потому что Бали — это совершенно другая тема. Но Я вижу здесь очень много показано именно то, что есть на Бали. То есть вот именно вот в этом месте это прямо джунгли, это крутая природа, это традиции. Многие люди на Бали живут. То есть они реально живут в похожих бунгало, то есть у них там супер. А прикинь, тут есть еще такие темы, где в Убуде ты приезжаешь, вот такие же прямо несколько крутых вилл просто с бассейнами, со всей темы. Вокруг полно зелени, и, короче, народ там просто тусит. Я был на одной вечеринке, где чувак, он с байка упал, и он там пол руки оторвал. Ну, то есть у него лопатка вообще оторванная была от тела.
И он сожрал кислоту и танцевал, у него кровь херачила, ему было похер. Он, да, такой пати видел. Важно всегда сохранять, мне кажется, адекватность и какое-то, знаешь, ощущение реальности, потому что в Бали очень легко можно его потерять. Находясь в таких местах. Даже время здесь течет по-другому. Время течет, и если еще наркотики жрешь, тебя вообще как-то прощают. Набрались сил, сейчас по новой зажигать начнем. Ну, видос крутые снимать, проекты новые делать. Здесь мы чай попили. Знаете, как круто. Ночью. Здесь можно поваляться ночью. У костра. Что, господа веганы? Давайте пробовать. Я ем блин. Он, походу, с кабачком. Или с грибами. Саша решил стать веганом. Затягивает это. Нет, желание есть, но я пока не могу понять, как я буду справляться с тем, что я люблю вкусный кусок мяса. Мясо, да. Lamb chop. Тоже съедобно, кстати. Что это, Ром? Суп? Да. Это нереально крутое место. Здесь просто офигенная атмосфера, и кальян есть, и можно вкусно покушать. Ну, вообще все вот эти уютные уголочки, смотри, вот просто смотри, натуральное дерево. Очень приятно к этому прикасаться. Кальян ручной работы, лично владелец сделал. Давай знакомиться для начала. Меня зовут Саша. Андрей. Андрей, очень приятно. Расскажи немножко, откуда ты, да, как ты сюда попал и как такое место получилось, кому-то в голову пришло? Я из Сибири, собственно. Про это место я уже знал, оно было создано, и я слышал с разных источников. И у меня создалось такое намерение, что я хочу попасть сюда. И, собственно, и ребята, кто это место нашел и создал его, они меня пригласили сюда заниматься этим местом, помогать развиваться. Но это было придумано как бизнес, то есть вы изначально хотели на этом заработать или просто для себя что-то сделать? Ты пришел на дачу, где каждый любит свое дело. И не было никакого именно коммерческого желания, а ты здесь сам живешь, ты создаешь вокруг себя пространство так, как ты бы хотел бы увидеть. А вы здесь постоянно живете, да? Ну, конечно, мы здесь все сами живем. А сколько человек здесь? Ну, у нас живет 3. На самом деле, ты бы здесь жил неделю, и каждый день ты бы какие-то нюансы видел бы, и они снова открывались. И самое главное, что, можно сказать, каждый день каждый от себя привносит что-то новое. Я в свое пространство вношу что-то новое, ребята созидают в своем что-то новое, и оно каждый день преобразовывается, поэтому ты приедешь через год и опять будешь удивлен. Все по-другому будет, да? Да. А кто у вас клиенты? В основном русские или есть иностранцы? Не, на самом деле где-то 50 на 50. А что у вас с ценами? Вот люди хотят прийти, компания, допустим, 10 человек. Вот сколько будет стоить? Где-то $250 $250 на компанию. Это сколько по времени? Если вместе, ну это будет 3 часа, допустим. Плюс, если брать отдельно еще питание, то где-то это еще, можно сказать, там по $20 питания там, и так далее. Это еще будет дополнительное время. Да. Плюс у нас есть несколько общественных дней. Среда и воскресенье. Можно приехать сюда и достаточно за скромную плату $10. Лаунж-пространство, музыка. У нас чайная церемония. Нереально крутой чебань стоит. Что такое чебань? Чебань — это стол. Чайный, для чайной церемонии. Для чайной церемонии. Ребята, я просто рекомендую настоятельно, если вы бываете на Бали, заедьте сюда обязательно. Можете компанией, можете в общественный день, там, если вы один или там вдвоем с подругой. Но я также вам рекомендую взять, конечно же, банщика обязательно, профессионального, и чтобы он вам рассказал, во-первых, историю бани, рассказал вообще, ну, то есть, как эта церемония выглядит, то есть, с точки зрения культуры, для чего это вообще нужно было в России, там, и не только, и что во всех странах это есть. В общем, очень много всего интересного рассказывается. Мне нравится ваш подход, что здесь, ну, не просто это как приехали, баня, взяли пиво, да, а здесь все продумано, и вегетарианская кухня, и напитки. Безалкогольное у нас. Да, все безалкогольное, и ты действительно, ну, как бы, да и не нужен алкоголь. Вот мы сейчас сидим, и ты себя легко чувствуешь, и это очень круто. Поэтому баня — это очень правильная вещь, я всегда хожу и всех призываю своих подписчиков. Кстати, мы на ребят обязательно ссылку оставим, чтобы вы не искали, или просто Бали Дача наберите и приезжайте. Говорите, что у меня на канале посмотрели. Ребята, я думаю, вас угостят какими
какими-нибудь ништяками? У Да, нас всегда есть комплименты для людей, которые к нам приезжают. Я всегда от себя дарю какое-нибудь парение, что-нибудь, процедуру какую-нибудь. Круто. А у вас еще массажи же есть, да? Ну да, я, собственно, и массажист тоже. Ну и у нас есть команда отдельно массажистов. Отлично. Ну, спасибо большое. Дай бог тебе здоровья, как говорится. Было очень круто попариться, да. Супер. В общем, ребят, обязательно съездите в эту баню и кайфаните. На Бали ужасные пробки, вообще не понимаю, хуже, чем в Москве. Мы едем уже час и не продвинулись на километров, наверное, на 5. Лучше бы байки взяли, да? Да, надо на байках ездить. В общем, ехали 2 часа из Санура, 185 тысяч получилось. Что мы хотим? Где бы мы ни были, мы любим шопинг, 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 шопинг. шопинг. Еее, холодно. Шартаны давай смотреть сразу. Да, шмотки крутые, смотрю. Обязательно надо посетить на Бали Potato Head. Вот тут правда, вход стоит 70 баксов, но вы можете эти 70 долларов проесть там. То есть как депозит. Полный шмон, полный досмотр. Здесь уже хорошо, кстати. Да? Здесь вот прикольная атмосфера. Ром, как первое впечатление? Давай Мне обзор. очень нравится вообще. Во-первых, очень крутой экстерьер. Очень понравилось то, что ты заходишь в такой колизей из створа, как он. Ну, Да это здесь- вся фигня, самое главное, что с нами кто? С нами Санек, здорово, Санек. Привет. Привет, как ты из Германии опять оказался на Бали, а? Да ты столько путешествуешь, что куда ни поеду, везде ты. Наоборот, это я не приезжаю, везде ты. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь. Пойдем. Да. Ты же сейчас улетаешь в Австралию, да? Да, именно. Какой город? Город Перт. Как ты смог туда визу сделать? Ну, благодаря моему немецкому паспорту оформление визы заняло не более 30 минут. То есть главные параметры – это отсутствие судимости и высшее образование, высшее учебное образование. Все. И визу дают на целый год с правом работать, с правом платить там налоги и путешествовать. Чем будешь заниматься? Работать и путешествовать. А чем будешь работать? Ну, то есть, что делать? Попробую устроиться в одну компанию, чтобы набраться опыта работы в заграничной компании. А Вот. что за компания? Ну, которая, вероятно, занимается или маркетингом в интернете, или, скажем, программированием там, чего-либо. Короче, мы к тебе прилетим в гости. Да. Давай, летай. обосновывайся там. Я хочу через месяца 3 купить себе внедорожник и присоединиться к конвою путешественников, отправиться с ними к центру Австралии, Outback называется. И там по пустыням просто куролесить, спать в палатках и так далее. Прикольно. Да. Ой, я обязательно к тебе прилечу. А ты сейчас сколько здесь прожил, получается? Мы с тобой... Целый год. У меня здесь была пересадка, у меня были билеты уже в Австралию. Я слез с самолета и думаю, нет, здесь я еще поживу. Забил на билеты и остался на год. А сейчас что, уже не хочется? А сейчас, если я не воспользуюсь своей визой, она пропадет навсегда, и я не смогу оформить повторную. Вот, и поэтому она мне сгорает 8 числа, и 7 числа я приземляюсь в Австралию, активирую ее. Это зачем? У каждого по 500? Да. Красава. Выглядит неубедительно. После французских устриц, кажется, мы зажрались, Рома. Саня сказал, что если что, у него есть таблетка от живота с собой. Но если отравишься устрицами, никакая таблетка не поможет. Ну, кстати, ничего так на вкус, да? Слушай, ну отличается от того, что мы пробовали шамани. Вообще, другая консистенция даже, да? Знаешь, вот шамани мы пробовали, прям вкус моря такой, да, чувствуется. Прям И они в жидкости в какой-то продают, да. А здесь жидкости нет. Надо запить просто винишком это вот. Винишком. Рома говорит, что ему очень плохо. И он не хотел идти делать массаж. Хочу вам пожелать хорошей рабочей недели. Завтра мы улетаем в Москву. Работать тоже будем с вами. Сегодня мы тюлени. Следите за своим здоровьем. Берегите свое тело. Ты следишь? Любите его. Ты следишь? Ну, массаж это в некотором роде оздоровление ведь. Метр 90, 120 килограмм. Да не, у него, кстати, посильнее руки, чем у той. Время 5 утра. Мы собираемся. Наше приключение заканчивается. Мы летим домой. Проехали с Ромой кучу поясов, кучу городов, стран. 7 стран, да, получилось. За январь. За январь это очень много, я считаю. И
перелеты каждый. Постарались сделать максимально интересным проектом. На Бали практически ничего не снимали, отдыхали. Мы готовы, заряжены, дальше действовать. 16 часов, и мы дома. Сдохнем сейчас. Ладно. Пойду с морем попрощаюсь. Рассвет, 5 утра. До свидания, Бали. У-у-у. Да, кстати, знаете, там, что пилоты никогда не бывают бородатыми. А знаете почему? Потому что в случае, когда если будет нештатная ситуация, выпадет кислородная маска, есть вероятность, что через бороду она неплотно прилипнет и все погибнут. Прикольно у нас места? Да, по-моему, жир вообще. А что нужно, чтобы такие места получить? Жир. Такие места получить нужно просто улыбаться, потому что все люди, все как бы понимают Братья. нормальные просьбы, все понимают нормальные разговоры, да. То есть ты просто попросил при чекине нормальные удобные места, и девушка согласилась выдать. С вами самый скучный С вами был. самый скучный в мире блогер, который спал несколько часов. До скорого. Кстати, знаете о том, что курить в самолете запрещено, но при этом очень многие туалеты оборудованы пепельницей. Люди, несмотря на крупные штрафы, все равно не могут отказать себе в том, чтобы покурить в самолете. Поэтому специально для них сделали вот такие пепельницы. Что может быть прекраснее зимы Москвы. Спасибо, что смотрели. Не забудьте лайк поставить. Всем удачи и пока.